Всё, здравствуйте, здравствуйте. Становится все больше и больше людей. У нас на этой лекции нам очень сильно повезло, потому что с нами психолог Анна Линчевская в роли переводчика. И, конечно же, многие скажут, что такой непоследовательный перевод, он более, наверное, быстрый, но с точки зрения качества, конечно же, у Анны переводы совершенно другие. Поэтому спасибо, что ты с нами, и мне очень важно, что ты с нами. Introduced and informed about consecutive translation. Do you hear me well now, John? I just turned the volume up a little at my end. Yes. Yeah, I can hear you better now. Could you say something, Anna, just now? And now, do you hear me? Yes, that's good. What about me? Is this okay? Yes, absolutely, yeah. Okay. Ну что, мы будем потихонечку начинать. И я хочу представить вам нашего коллегу, детского психолога из Великобритании, Джона Бленда, психотерапевт, зарегистрированный Советом Великобритании по психотерапии для детей и взрослых, супервизор, сертифицирован в Европейской сертификационной ассоциации, ученик и соратник всемирно известного психотерапевта Вайлета Клендер. Я думаю, что вы все... Ина в первой лекции говорила про книгу Вайлет, да, что с нее началось ее знакомство с детской психологией, а потом и оказалось, что она гештальт-терапевт. И мы все пользуемся ее прекрасными двумя книгами, которые переведены на русский язык. Это «Окна в мир ребенка» и «Скрытые сокровища». И я еще хотела такую небольшую техническую часть вас попросить задавать свои вопросы в чат, так как мы вас не слышим здесь. И Джон тоже будет вам задавать вопросы, и пишите ответы в чат. Lynn has introduced you and that you are a student of Violet Aucklander, and that Ina Ditkovska, who is director of Kiev Gestalt University, she was reading books of Aucklander, and she was fan of these books. And we, in the program of preparing children therapists, we are using the books Windows to the Child's World and Hidden Treasures. And we welcome you today at the lecture. And participants will write their answers to the chat. Right. Questions. Well, should I say Koroshidan? But thank you, Elena, for inviting me to speak. And thank you also, Anna, for kindly translating for me. Welcome. Добрый день. Хочу поблагодарить вас за приглашение, Елена, и благодарен за перевод. My talk is called Sleep and Coronosomnia, Some Ideas for Surviving at Night. Моя лекция будет называться «Сон и короносомния. Некоторые идеи про то, как выжить ночью». I came across the term coronasomnia online because many people during the pandemic are having difficulties with sleeping. Я увидел этот термин короносомния онлайн, потому что у многих людей во время пандемии были проблемы с засыпанием. Они писали об этом. And I must confess, this topic is close to my heart because sometimes I don't sleep as long as I would like to. Maybe you... Эта тема также близка для меня, потому что я тоже часто не могу уснуть и не сплю так долго, как хотел бы. A long time ago, the founder of Gestalt therapy, Fritz Perls, famously said, "Lose your head and come to your senses." Lose your, can you say it again? So the founder of Gestalt therapy, Fritz Perls, famously said, "Lose your head, let go of your head, and come to your senses."
Фриц Перлс, основатель метода гештальт-терапии, сказал о том, что... I'm sorry, I hadn't got this quotation of Perls. It's a difficult phrase. Basically, I don't have it in my paper. he was saying, he was saying we rely too much on our thinking and not enough on our body and our senses. Фриц Перл сказал о том, что мы очень часто полагаемся на наше рацио, на наше мышление и не доверяем своим чувствам, недооцениваем влияние наших чувств и ощущений. And we use the senses in our relation with the world. So this talk is going to focus on ways of using the senses too. И мы используем наши ощущения для того, чтобы устанавливать контакт с миром. И поэтому я сегодня буду говорить об ощущениях как о способе установления контакта. Certainly, during this time of managing with the pandemic, many of us and our families are experiencing anxiety and fear. Сейчас, во время пандемии, многие из нас испытывают тревогу и страх. Worries are often more prominent, they're bigger at night. Очень часто волнения обостряются ночью, When there is nothing else to distract us. когда ничего другое нас не отвлекает. We're just lying in bed and hoping to fall asleep. Мы просто лежим в кровати и надеемся уснуть. But why is sleep important? Но почему так важно спать? Neuroscientist and sleep expert, Professor Matthew Walker at the University of Berkeley says this. Нейроисследователь и эксперт по сну профессор Мэтью Уолкер в университете Беркли, Калифорния, говорит: Everybody needs 7 to 8 hours of sleep a night. And if we have less than this, it has a negative effect on health and growth. Каждому нужно 7-8 часов ночью. И если мы спим меньше этого, это негативно влияет на наше развитие и здоровье. Teenagers need more sleep because their bodies and minds are growing quickly. Подросткам нужно еще больше сна, потому что их тела и их мозг развиваются очень быстро, стремительно. And research shows that many teenagers don't get enough sleep. Исследование показывает, что многие подростки не получают достаточно сна. Ideally, they need 8 to 10 hours every day. В идеале им нужно 8-10 часов каждый день. And did you know that humans are the only species that submit themselves to sleep deprivation for no apparent gain? И знаете ли вы о том, что люди — это единственный вид биологический, который сам себя подвергает депривации сна без какой-либо выгоды или пользы? Why do we do this? Зачем мы это делаем? Почему? Sleep loss has a cumulative negative effect on our health. It makes our health worse. Недостаток сна имеет кумулятивный негативный эффект на наше здоровье, ухудшает наше здоровье. Which puts us at greater risk of infection and disease. И подвергает нас большему риску инфицирования и болезни. It reduces our immunity, and that's important during this time of COVID. Он снижает наш иммунитет, а это очень-очень важно в это время пандемии ковида. Good sleep is essential also for learning. Хороший сон также очень важен для обучения. We need good sleep so we can learn new things. Нам нужен хороший сон для того, чтобы мы могли обучаться новому. We need to be fresh for this. Нам нужно иметь свежую голову для этого. And afterwards, when our brains continue to process what we've learned throughout the night. И потом, когда наш мозг продолжает обрабатывать то, чему мы обучились
И это происходит обычно ночью. And sleep is also essential, as I'm sure you know, for emotional regulation. И сон также очень важен для эмоциональной регуляции. It helps balance our capacity for emotional reactivity with careful decision making. Он помогает сбалансировать нашу способность эмоциональной реактивности с бережным принятием решений. And I want to share with you some ideas I've collected over the years that may be useful for people of all ages. И я хотела бы поделиться с вами сейчас некоторыми идеями, которые я собрал в течение многих лет, которые могут быть полезны для людей всех возрастов. In Gestalt therapy, we talk of using our sensory contact functions to make contact with the world. А в гештальте мы говорим о том, что мы используем сенсорный контакт для того, чтобы контактировать с миром. However, we can also use these functions to let go and withdraw. Однако мы также можем использовать эти функции для того, чтобы отпускать что-то. Withdrawing is the opposite, or the polarity of contacting. Отпускание или выход из контакта — это такая полярность, да, в контакте. Now, some of the ideas I will describe here are mine. А сейчас те идеи, которые я буду вам описывать, некоторые из них — это мои идеи. Others come from yoga teacher Gerald Marco. А другие принадлежат учителю йоги Джеральду Марко. And elsewhere. И также другие. There are 500 of you here, and I'm sure you can add to this list yourselves. Вас тоже много, дорогие участники, вы также можете добавлять и свои идеи. It probably comes as no surprise to think that it's advisable we maintain a regular sleep schedule. Возможно, никого не удивит рекомендация спать регулярно. And it's also advisable to keep devices like the television, phones, iPads out of the bed. И также рекомендация держать все гаджеты, айфоны, айпады подальше от кровати. Ideally, out of the bedroom too. Идеально вообще в спальню их не брать. I fail. Да, я не смог. My confession. Я признаюсь. But I think I should probably try to find some ways of not using my phone as an alarm clock. Ну, я думаю, что нужно мне тоже попробовать, чтобы не использовать мой телефон как будильник и найти какой-то другой будильник. Anyway, we haven't got time to hear everybody's confessions, so let's move on. К сожалению, не все здесь могут сейчас послушать всех, как вы с этим справляетесь, поэтому давайте попробуем продолжить. I'd like to do a few really simple experiments with you. Я бы сейчас хотела сделать два таких очень простых эксперимента сейчас вместе с вами, попросить вас присоединиться. The challenge with sleep is to be able to let go and surrender. Такой вызов со сном — это быть способным отпустить и просто отдаться этому процессу сна. So these experiments are different ways of helping us let go. Есть самые разные способы отпускания. So the first one involves using the breath. А первый включает в себя дыхание. Please get yourself comfortable wherever you are. Пожалуйста, устройтесь сейчас поудобнее, там, где вы находитесь. If it helps, you can turn off the screen, but please stay on the call. И да, если поможет, то вы можете выключить видео, да, но, пожалуйста, оставайтесь в зуме с нами, оставайтесь. Okay. So for now, just close your eyes and inhale gently through your nose for a count of 4. Сейчас, пожалуйста, закройте свои глаза и вдыхайте очень бережно через нос на счет 4. And breathe out for a count of 7, emptying your lungs slowly. И выдыхайте на счет 7. Очень медленно опорожняя ваши легкие. If you like, you can add a pause
between each in-breath and the next out-breath. Если хотите, можете добавить паузу между каждым вдохом и выдохом. Just keep doing this for a moment. Давайте продолжим это делать немного. And as you breathe out through your mouth, А вот через рот. I'd like you to visualize making the shape of a number 1 with your breath. Я бы хотела попросить вас сейчас представить такую визуализацию, что вы делаете цифру 1, как бы рисуете цифру 1 своим дыханием. You probably need to move your head as you breathe out to make the shape. Возможно, вам придется как-то покачать головой для того, чтобы сделать вот эту вот форму цифры 1. And the more elaborate the shape is, the better. Да, и чем она такая более какой-то интересной формы, эта единичка, тем лучше. Вот так вот, как Джон сейчас головой делает. As I'm doing this with you now, I'm remembering drawing letters and numbers in primary school. И сейчас, когда я это делаю с вами, я вспоминаю, как мы прописи писали в младшей школе. I used to like the shape of number 2 and number 3, which were very curly. Да, когда я учился в младших классах, то мне очень нравились цифры 2 и 3, потому что они такие вот кругленькие. Вот. А как у вас? When we learn to write here, we trace the numbers or the letters and copy them to get the shapes inside our heads. И сейчас мы как бы рисуем эти цифры, как бы копируем их и пытаемся создать их форму своей головой. Do you have a similar experience? Когда рисуем цифры, был ли у вас тоже такой опыт, когда вы вот как-то головой следовали за рукой, когда пытались в детстве буквы писать и цифры? Okay, after number 1, is that Odin? Go on to number 2, два, then 3. После цифры 1 переходите к цифре 2 и потом к цифре 3. Когда вы выдыхаете, на выдохе вы рисуете цифру, на выдохе. Sorry for my pronunciation. Извините за мое произношение на русском. Yes, Vika is writing, yes, that she helps with her head when she's handwriting. Yes. So whatever corresponds to numbers or letters in Cyrillic, you choose. Да, вы выбираете то, как это подходит к кирилличным буквам. And each time you breathe out, just move your head as you form those shapes. И каждый раз, когда вы выдыхаете, пожалуйста, делайте такие движения вашей головой, рисуя эти цифры и формы. If you're doing this tonight, perhaps, maybe pause when you reach 10 and do another batch, and so on. Когда вы уже сделали 9, дойдите до 10, а потом можете сделать паузу. А потом попробуйте следующий десяток сделать или снова. The repetitions of your head movements and of going repeatedly through a known sequence of letters or numbers has a calming effect, which brings our arousal level down. And that's what we're trying to do. В этом процессе участвуют повторы, да? То есть мы повторно делаем движения головой, повторяем их, мы делаем такие известные нам последовательности цифр или букв, и это создает такой успокаивающий эффект и снижается возбуждение человека. There are many meditation apps that also use the breath, and these may appeal to teenagers particularly. Есть сейчас много таких приложений с медитациями, которые тоже помогают сконцентрироваться на дыхании, и их можно тоже рекомендовать подросткам. Okay, so that's working with the breath. Let's think about the sense of sight and light. Да, сейчас мы поработали с дыханием, а теперь давайте попробуем поработать с
зрением, со светом. I should say that many of these ideas may be familiar to you, but I think it's still useful to refresh our memory of them. Я думаю, что многие из этих идей, они вам знакомы, но, возможно, сейчас как раз будет хорошо немножко освежить свою память. When it comes to light at night in the bedroom, it's best to have a complete blackout. Когда вечером мы засыпаем, очень хорошо, чтобы было полностью темно. With curtains or blinds or shutters. Такими занавесками или с специальными ролетами темными. If we keep the bedroom dark, this enables the eye muscles to fully relax. Если в спальне полностью темно, наши глазные мускулы расслабляются. Or you or your child can try wearing an eye mask. Или же вы, или ваш ребенок могут попытаться спать в такой специальной маске для глаз. Some people love them. I don't get on with them. Некоторые люди обожают их, мне они не нравятся. It's a personal thing. Это такая личная штука. But if darkness is scary, a nightlight will help some young people acclimatize to the dark. Но если дети боятся темноты, то ночничок может помочь некоторым детям так акклиматизироваться, привыкнуть. Either in the room or nearby on the landing, perhaps. Возможно, это в комнате или же где-то вот на выходе из комнаты. Or you can try using stick-on luminous stars. These are called glow-in-the-dark stars, which you can place in a pattern on the ceiling or on a nearby surface. С некоторыми детьми тоже можно попробовать наклеить эти фосфорические звездочки, которые будут сверкать ночью, и их можно разместить на потолок или же куда-нибудь рядом с ребенком. Поверхность. You have these in the Ukraine? Есть ли они в Украине? Yes, Natalia writes in the chat that she did it with her child. And Great. Kids love them. They can make their initials or write a word with them. And that is fun. Takes Дети их обожают, и вы можете попросить ребенка свои инициалы выложить этими звездочками, и это им очень понравится. Okay, let's do another experiment together. Давайте сейчас вместе еще один эксперимент сделаем. I'd like you to rub your palms of your hands together really quickly until they feel warm. Я бы хотела сейчас, чтобы вы вот так вот потерли, да, свои ладошки вместе, пока они не нагреются, вот так вот. Oh, and if like me you wear spectacles, you may need to take those off for a moment. И если у вас, как у меня, на глазах очки, то, пожалуйста, снимите их, так как я это сделал. Keep rubbing those palms. Продолжайте свои руки так растирать. Now place them over your closed eyes for a minute. И теперь поместите их на ваши закрытые глаза на минутку. Just feel the warmth of your fingers and your palms going into your face, soothing you. И почувствуйте вот это тепло, которое вот так смягчает и греет вас. Смягчает напряжение. Now warm them again. Теперь еще раз потрите ладошки. And softly stroke the area right the way from your forehead all the way down your cheeks for a few times. It's like this. И очень вот так вот мягко-мягко погладьте себя сверху вниз, вот так вот. You can open your eyes if you want to watch what I'm Можете открыть глаза. Сейчас, чтобы видеть, как я это делаю, да, то есть это сверху лба по всему лицу вниз аж до шеи. Так вот, погладьте себя пальцами. Just notice what that does. Заметьте, что это, какой эффект это имеет? Какие ощущения у вас возникают сейчас? Would anybody like to briefly share their experience? Да, кто из вас хотел бы поделиться своим опытом? Елизавета writes, it's purification. Светлана, it's really nice, relax, calming, super.
I'm sleeping. It's warm. I don't know if this happened in Ukraine, but in England many years ago, when young women went to bed, they would brush their hair before they went to sleep. Я не знаю, есть ли у вас такая традиция в Украине или в России, но вот в Англии раньше, в древние времена, женщина вот так вот много-много раз расчесывала свои волосы. As you can see, this wouldn't work for me very easily. Со мной бы это, наверное, не сработало, потому что я так немножко лысоват. But there's something about the brushing repeatedly that is calming and soothing. Но это тоже что-то такое про успокаивающий эффект расчесывания, такой вот расслабляющий эффект. And that helps us to let go and surrender to sleep. И это тоже помогает нам отпустить и расслабиться для того, чтобы заснуть. Here's an idea you can try at home. Есть еще одна идея, которую вы можете попробовать дома. You could sit with your child or possibly your partner Вы можете сесть со своим ребенком или, возможно, с вашим партнером and ask him or her to see with eyes closed anything that you think would interest them. и попросить его или ее представить, закрыть глаза сначала, а потом представить. So if your child is interested in camels, you might say, imagine there's a camel there, that you could see a camel right now. What's that like? Если ваш ребенок интересуется верблюдами, то предложите ему закрыть глаза и представить себе этого верблюда. Как этот верблюд выглядит? На что он похож? Or a bird, Или or, птицу, or a car, или машину, or a rose bush, anything. или розовый куст, что-нибудь. It's the idea of helping make that transition with eyes closed to get used to the dark so that it doesn't feel so scary. В этом есть такой момент перехода, такой трансформации, когда мы закрываем глаза, но представляем, и это делает переход к закрытым глазам и сну менее таким страшным, да? Темнота не такая страшная, потому что в этот момент что-то представляем. Okay, let's think of a different sense, the sense of smell. Давайте подумаем еще про еще одно ощущение, это наш нюх. Ань, а можно задать один вопрос? Вот здесь Анжела спрашивает, если прикладывание рук вызвало дискомфорт и тревогу, то тогда это упражнение не подходит? Yes, Angela would like to ask about this hand, palms, and eyes exercise. So if she feels anxiety and discomfort. If it feels discomfort or anxiety, then don't do it. Да. But the only way you find out is by trying. Если это вызывает у вас дискомфорт или у того, с кем вы делаете дискомфорт и тревогу, тогда не нужно это делать, да, но это узнать по-другому, чем попробовать, нельзя, да, то есть попробовать и понять, подходит это вам или нет. So for some children, the sense of personal touch and space is, how shall I say, it is a very private matter. Для некоторых детей вот это вот ощущение личного прикосновения, оно и пространство, оно очень-очень приватное, очень-очень личное. Or some children will just not like the sensation of being touched or touching themselves. И, возможно, тоже есть такие дети, которым не очень нравится, когда их кто-то трогает, или же когда они сами себя трогают, ну, вот, в присутствии чьем-то. And others will like that sensation of touch. А другим, наоборот, понравится это ощущение прикосновения. So for some children, giving them a massage, a toe massage with an oil like almond oil can promote closeness and relieve tension. То есть для некоторых подростков, например, можно сделать им такой массаж ступней с маслом, например, миндальным маслом, и это может принести им такое тоже расслабление. But other children or teenagers may say, no, that is too intimate, I don't want that. А другие дети или подростки могут сказать, нет, это слишком интимно, вообще я не хочу, это
слишком для меня. It really is a question of trying and finding out what works and what feels okay or manageable, and not forcing. Это такой вопрос исследования, да, что подходит лично мне, когда, чтобы в этом не было насилия, не было заставляния, да, просто искать то, что подходит. While we're talking about touch, the texture, feel, and weight of night clothes and bedding can be important. А когда мы говорим про прикосновение, то, как нас касается ткань, в которой мы спим, это тоже важно. And those of you who have children or remember having children will recall that children and young people like to choose their own night clothes and bedding whenever that's possible. И текстура, ощущение, и также вес пижамы, да, ну, одежды для сна, и то, на чем спит ребенок, да, какое постельное белье, это может быть очень-очень важно. И дети и подростки могут хотеть выбирать это, если это возможно. We need to feel comfortable to relax, to go to sleep. Нам нужно чувствовать себя комфортно и быть расслабленными для того, чтобы уснуть. I once stayed in a place, a small hotel, and the sheets were made of nylon, and I stuck to them, and it was horrible. I couldn't sleep properly. Однажды я останавливался в маленькой гостиничке, и там постельное белье было сделано из нейлона, и я как-то прилип к нему, и вообще это было просто одна из ужасных ночей в моей жизни. These are getting very popular in the UK now. These are called weighted blankets. I think you have them in Ukraine too. А сейчас в Великобритании очень популярны так называемые сенсорные или утяжеленные одеяла. Я думаю, что в Украине, в России, да, и в других странах, откуда участники, тоже есть такие одеяла. And some people find that extra pressure very comforting, though other people will find it not, disturbing or something they don't like. И некоторым людям очень нравится вот такой вот, ну, как бы вес, который немножко так давит на них, и таким образом они расслабляются и отпускают, а некоторым людям это может очень не понравиться. One of the things I find really helpful is using a burner. This is an old, this is a device you could have. Oh, and you have one too, yes. With a little light in there, a few drops of an essential oil like eucalyptus or lavender. It's great. И также я использую тогда такие масла, то есть у меня есть вот такая ароматическая лампа, и я туда капаю немножко или лаванды, или эвкалипта, и вдыхаю перед сном, тоже помогает расслабиться. One of the great things about these oils, for example, lavender, is lavender doesn't stain. И что мне очень нравится в лавандовом масле, это то, что лавандовое масло не оставляет пятен. So you can put it on bedclothes and night clothes and in the bath and on yourself without a problem. Поэтому можно без проблем его немножко накапать возле подушки на постельное белье, или же в ванной, или просто на себя немножко капнуть. Mm. Do you ever get mosquitoes in Ukraine? Есть ли у вас комары, москиты? Yes. Yes. Well, a Croatian colleague recently told me this tip, which is great. Моя хорватская коллега недавно рассказала мне такой один секрет про то, как бороться с комарами или москитами. Instead of using a plug-in burner with those chemical tablets, Вместо того, чтобы использовать такой фумигатор, знаете, который в розетку вставляется, just put 2 or 3 laurel leaves from a laurel bush instead on the burner. то есть используйте фумигатор, но не кладете в него химическую эту штучку, а вместо химической штучки кладете лавандовые листочки. When the leaves get hot, that gives off a soothing, pleasant smell that humans like and mosquitoes hate. И фумигатор включен в розетку, листья немножко подогреваются, и они дают вот такой вот смягчающий, приятный запах, который нравится людям и который очень не нравится комарам. Okay,
Let's think about sound. Хорошо, давайте теперь поговорим про звук. Obviously, it helps if the bedroom is quiet. Очевидно, что помогает, когда в спальне тихо. However, we can still hear our own sounds and get distracted by them. Однако мы все равно можем слышать звуки, которые мы сами издаем, и это может нас отвлекать. And there are many recordings available now on CD and online. Сейчас много разных записей или на дисках, или онлайн, That can help with dropping off to sleep. которые могут помочь уснуть. You probably come across them yourselves. Возможно, вы уже такое встречали сами. Popular ones include sounds of the sea, or the waves, or rainfall. Популярные звуки — это звук моря или океана, водопада, или да, такой белый шум. Other people like what's called white noise, or just soothing voices. Некоторым людям нравится белый шум или просто какие-то такие успокаивающие голоса. But not everything appeals to everyone, so you need to check before you buy. Но, безусловно, то, что подходит одному, не обязательно подойдет другому. Поэтому, пожалуйста, попробуйте перед тем, как покупать. There are a lot of music box sounds these days, usually called lullabies for babies. They're popular too. Есть тоже такие игрушки на кроватку, которые называются музыкальная коробка, да, на которых тоже есть разные колыбельные для детей. Они сейчас тоже очень популярны. Many years ago, when a friend's daughter was about 6 and having difficulty sleeping, Много лет назад у нашей дочери, нашего друга, ей было 6, и ей было трудно засыпать. I bought 2 CDs. One was whale sounds, Я купил 2 диска, один был звуки китов, and the other was these lullaby bells. а второй был вот такие вот колыбельные. I knew her dad had problems sleeping too. И тоже были такие проблемы со сном. So I offered her the whale sounds, Я вот слушаю звуки китов, and she liked it. She liked them. да, ей нравится, да. And I found her dad like this, almost completely asleep in the kitchen, listening to the baby lullabies. И я вижу, как она просто вот так вот сваливается, как мертвая от сна, от расслабляющих звуков колыбельных для малышей. He was a scientist and very cynical, and it surprised him that he would fall asleep with these, but it worked. Да, он был таким ученым, очень циничным, и очень был удивлен, что это сработало. Но оно сработало. Here's a few seconds, I think, of what I'm talking about. Послушайте. Just notice the effect on your arousal as you listen to these sounds. Почувствуйте, что происходит с вашим возбуждением, когда вы слушаете эти звуки. Okay. Taste is another sense that we have. Вкус — это еще одна зона ощущений, которая есть у нас. And warm drinks with chamomile can help de-stress. И теплый ромашковый чай может помочь убрать стресс.
adding a cardamom pod to a hot drink can also help reduce anxiety or restlessness. И если добавить ядрышко кардамона в горячий напиток, это тоже помогает снизить вот такое напряжение или тревогу. And breathing in spicy warmth like this can help with respiratory problems too. И также вдыхание вот этой вот теплой специи помогает и с респираторными проблемами. And we should probably avoid taking alcohol or amphetamines, caffeine or a heavy meal before bedtime. И лучше избегать употребления алкоголя, амфетаминов, кофеина или тяжелой еды перед сном. Because these tend to dysregulate the sleep cycles by reducing our REM sleep. Потому что они нарушают регуляцию циклов сна, уменьшая так называемый быстрый сон. And that REM sleep, when we're dreaming, is one of the main ways our minds process feelings and solve problems when we're asleep. Без быстрого сна нейроны перестают регенерироваться, и нашему мозгу сложнее обрабатывать чувства и решать проблемы во время сна. I want to move on and think a little about death and other existential fears. Я бы хотела еще немного пойти дальше и поговорить о смерти и других экзистенциальных страхах. During this time with the pandemic, our awareness of bereavement is greater than usual. Сейчас, во время пандемии, наше сознание того, что может произойти, жизнь конечна, и мы можем потерять, оно чаще, чем обычно. Обрываюсь. Ань, скажи, тут очень есть вопросы по поводу первой части. Мы их тоже в конец перенесем. John, there are some questions about your first part. How it is better for you to ask them now or at the end of the lecture? The questions at the end. В конце ли? So some children get confused in differentiating between what happens during sleep and what happens when we die. И поэтому некоторым детям может быть сложно различить то, что происходит с нами, когда мы засыпаем, и то, что происходит, когда человек умирает. And this can sometimes lead to a fear of letting go to sleep. И это может также повлечь за собой страх отпускания и страх как бы сдаться сну. It helps if families can use clear, transparent language. Помогает, когда семьи используют очень такой четкий, прозрачный язык без намеков. So saying Uncle Maxim died is more helpful than using a euphemism. Лучше говорить прямо, что дядя Максим умер, чем использовать эвфемизмы и говорить, что твой дядя, он уснул, или он там на облачко полетел. If we say your uncle fell asleep or is resting in heaven, this can sometimes add to a child's confusion. Если мы говорим, что твой дядя заснул или отдыхает на облачке, это просто может еще увеличить смущение, смятение ребенка, непонимание. There's a lovely workbook which I've used here with older children and some adults to think about death and dying. Есть прекрасная книга, которую я использовал со старшими детьми, даже с некоторыми взрослыми. Это книга Мэри Тернер «Говорить с детьми и молодыми людьми про смерть и умирание». You might have similar books in Ukraine, written in Ukrainian. Возможно, у вас тоже есть такие книги на украинском, русском или других языках, да, на которых вы читаете. But if not, this could be worth getting and translating. Но если таких книг нету, то, возможно, стоило бы перевести эту книгу. It contains beautiful
line drawings and pictures. Let me... В ней есть совершенно прекрасные иллюстрации. And it very simply relates living and dying to processes in the natural world all around us. Have I frozen? Oops. Сейчас я Ане напишу. Сейчас она перезайдет. Sorry, my internet. Yes, now I'm back. Yes. You're back. That's great. Illustrations. So let's talk about illustrations. I was just saying that this book is really lovely for helping children and older children and also young adults think about the differences between death and sleep. And that can be a comfort. И эта книга очень хорошо помогает поговорить с старшими детьми, с подростками, с молодыми людьми о смерти и об умирании. I'd like to move on and talk about an idea that could help children who are worried about the future at bedtime. Я бы хотела еще предложить одну идею о том, как можно было бы работать с детьми, которые боятся будущего. И вот эти вот мысли возникают у них, когда они засыпают. So parents, ask your child or your teenager this series of repetitive questions. Когда задаются такая серия повторяющихся вопросов. What do you want to do in 3 days? Родитель задает ребенку такие вопросы перед сном. Что бы ты хотел делать через 3 дня? What do you want to do in 3 weeks? А что бы ты хотел делать через 3 недели? In 3 months? 3 месяца? In 3 years? 3 года? When you're 30? Когда тебе 30? Or 60? Когда тебе 60? However curious or strange your child's responses are, you just need to listen. Какими бы любопытными или странными ни были бы ответы вашего ребенка, вам просто нужно слушать его. Resist the temptation to comment. Вам будет очень хотеться прокомментировать, но, пожалуйста, сдержите себя. But acknowledge each response. Но с уважением отнеситесь к каждому его ответу. This process encourages emptying out for the child. Этот процесс помогает вот такому очищению, освобождению ребенка, мысли ребенка. The use of repetition is calming and helps build a sense of resilience. Использование повторений, оно успокаивает, утешает и помогает построить такую жизнестойкость. The idea that there really is a future ahead. И в этом есть такая вот идея того, что будущее есть перед тобой, да, и оно разное. Some young children may like using the Guatemalan worry dolls. I don't know if you have these or seen these in Ukraine. They come in a little bag. Вот такие есть гватемальские куколки, они в таком мешочке, видите? They look like Ukrainian мотанка. Похоже, вот у нас в Украине такие есть куклы-мотанки. Он показывает гватемальских куколок. They're made of cloth, very simple. Они сделаны, да, из кусочков ткани, такие очень простые. And you tell one worry to each doll. И каждой куколке ты рассказываешь какой-то свой страх, один. And then put her under your pillow. И потом кладешь ее под подушку. Take another worry.
tell that to this doll. Same thing. Put her under your pillow. И другой страх ты другой куколке рассказываешь. И другую куклу тоже кладешь себе под подушку. Of course, older children, teens, adults even, may prefer to write things down. It doesn't matter what you do. Старшим, может быть, больше понравится написать на бумажке. В принципе, это не так важно, что именно вы используете. The idea is that we're externalizing worries, and we're also letting go of things. Идея в том, что мы экстернализируем, да, то есть выносим вовне наши тревоги и помогаем отпустить их. Natalia asks whether the child should do it herself or himself. Either. Yes. Можно и так сделать, да, можно и чтобы ребенок сам сделал это. Probably better if the child can do it for themselves. Yes. Good idea. Это лучше, если ребенок сам сделает себе такое. Mm. And you get many of them in a little bag like this. So you could have lots of worries, and that's okay. И в таком вот мешочке у него там много таких этих куколок, поэтому, в принципе, не проблема. Если у вас много страхов или каких-то беспокойств, да, то можно все их рассказать с куколками, положить под подушечку. Yeah, I could have 5 different worries 5 разных вот страхов. and feel better. И мне будет лучше. Я отпущу их. Here's another idea for home that you could try. Instead of you reading to your child at night, have them read aloud to you, ideally a story that's not too lively. И еще одна такая идея для дома. Вместо того, чтобы вы читали на ночь своему ребенку, попросите ее или его прочесть историю вслух вам. Ну, только выбирайте такую не очень оживленную историю, пожалуйста. And ask your child questions about what happened and why or how. И задавайте вопросы ребенку о том, что произошло, как это произошло, почему. Why did the innkeeper frown at the visitor? Да, почему такие вопросы задавали, да, посетителю? Why did the horse run away? Да, почему кто-то убежал? So this helps develop memory while also helping your child's brain to naturally get tired. So eventually he or she will surrender to sleep. С одной стороны, это развивает память ребенка, а с другой стороны, это помогает мозгу ребенка устать естественным образом, так что он сам по себе уже отключится и заснет. It works. Работает. When I started writing this presentation, halfway through writing it and saying it aloud to myself, I started to fall asleep. Когда я уже писал для вас этот доклад, то в какой-то момент я уже почувствовала, что сам засыпаю. Here's another exercise you can try, or your partner can try if he or she is struggling with sleep. Есть еще одно упражнение, которое вы могли бы попробовать, или, возможно, ваш партнер может попробовать, если у вашего партнера проблемы со сном. They use it in medicine, and it's called serial sevens. Они используют это упражнение в медицине, и называется это серийная семерка. It just involves counting. Это счет, упражнение на счет. You ready for this? Вы готовы? Okay. So let's pick a number, like 365. Давайте выберем какое-то число. Ну, например, 365. So it could be any large number. Любая большая цифра. Okay, let's take 7 from that. И давайте отнимем 7, число 7 от этой цифры, большой цифры. 358. 358, Is that похоже. right? Yes. And now 7 from that. И еще 7 отнимем от этого числа. Are you doing this? Check. Делайте, да, пожалуйста, да, давайте, делайте. Now another 7. Еще семерочку отнимите. And keep going. You could do this silently or aloud, doesn't matter. И продолжайте. Вы можете делать это вслух или же про себя, это не важно. Until the effort starts to feel too much. Когда вы уже почувствуете, что вам так трудненько это сделать, Keep going. продолжайте.
Are you feeling tired yet? Вы подустали уже немножко? Or for another version, just try saying the alphabet backwards. Еще одна версия — это попробовать наоборот рассказать алфавит, то есть с последней буквы к первой. I'm not going to attempt this. Do you have 33 letters in Ukraine? Сколько вот букв в русском алфавите, сколько в украинском алфавите? But you could pick a letter somewhere in the middle and go backwards from there and forwards and just tire your head out. Можно выбрать какую-то букву, которая в середине алфавита находится, и пойти или назад, или вперед от этой буквы, пока ваш мозг просто не устанет и вы не заснете. How are we doing for time, Anna? Can I just check? А, Лен, как у нас со временем? Скажи, пожалуйста. Лена will tell us. У нас 34 минуты. We have 34 minutes left. Great. Okay. I want to talk about nightmares. Я бы хотела поговорить о кошмарах. I'm sure that those of you who are parents know it helps when a parent can be present and provide reassurance and comfort when a child has had a nightmare. Я уверен, что те из вас, которые являются родителями, вы знаете, что очень помогает, когда родитель находится в доступе и может успокоить ребенка, сказать, что все хорошо, все безопасно, когда у ребенка кошмар. Sometimes that's all that is needed. Иногда это единственное, что нужно. Your child may want to tell the dream to you. Ребенок может хотеть рассказать вам этот сон. If they do, you could offer them to add a different ending or to write down what they remember. Если они будут вам рассказывать свой сон, предложите им сделать другой конец у этого сна или же записать, что они помнят из этого сна. And if you're a therapist and the child or teenager brings the dream to you, А если вы терапевт, и ребенок или подросток пришел к вам со своим сном, рассказывает его вам, you might invite them to explore the dream from many perspectives. можно предложить им поисследовать это с многих перспектив. In the Gestalt therapy approach, all parts of the dream are considered to be disowned projections of the self. В подходе гештальт-терапии все аспекты сна считаются такими отщепленными проекциями self. So it really helps us as to feel into the part of ourself that we have not paid attention to. И здесь будет помогать клиенту присвоить те части себя, которые он как бы отщепил. And those of you who know Gestalt therapy, И те из вас, кто знает гештальт-терапию, will be aware that Fritz Perls said this approach doesn't involve the listener making interpretations of the dream. и основатель гештальт-терапии Фриц Перлс, он написал это в своей книге о гештальт-терапии, что этот подход, он вообще не вовлекает вас как слушателя, и вы не должны интерпретировать сон клиента. Instead, the child or adolescent is encouraged to find their own meaning of the dream. Напротив, ребенок или подросток, ему предлагается самому найти смысл, который он придает этому сну своему. And the aim of talking through the dream and enacting it is to integrate ourselves, restoring agency and purpose. И цель проговаривания или проигрывания сна, она помогает интегрировать себя и вернуть свою цель и вернуть свою целостность. And if you go to the website of Violet Oaklander's foundation, which is vsof.org, И если вы посетите веб-сайт фундации Violet Oaklander,
Сейчас я вам напишу его здесь в чатике. I will write in the chat. That would be great, Yeah. thanks. Go to the section marked articles, and there is a great description of her dream work there under dreams. Там есть такой раздел, который называется articles, то есть статьи, и есть статья о снах. Because this work is very sensory based, we don't just talk about dreams, but we may draw our dreams or use clay or act them out. It doesn't matter, whatever helps. Безусловно, мы можем использовать разные подходы к работе со сном. Можно лепить из глины, из пластилина, можно проигрывать в ролевой игре. Да, неважно. Все, что помогает, это хорошо. Любой подход, который помогает, это хорошо в отыгрывании того, что происходит во сне. And Fritz Perls said that the most important dreams, the ones that recur, mean that a gestalt has not been closed. И Фриц Перлс также говорил о том, что самые важные сны — это такие повторяющиеся сны. Если что-то повторяется и повторяется, это означает, что гештальт еще не был завершен. So it's a problem that hasn't been completed and finished, and so can't go back into the background yet. То есть это такая проблема, которая еще не была завершена, и поэтому она не может уйти в фон, да, она остается в фигуре. I'm guessing that if I ask all 500 of you who's got a TV remote, most of you, if not all, would put your hands up. И я вот сейчас задам вам вопрос, у кого из вас есть пульт от телевизора? Думаю, что вы кивнете головой все. 139 участников, у нас уже 149. So here's an idea. Есть одна идейка неплохая. If a child or teenager is getting dreams, bad dreams again and again, this may help them. Если у ребенка или подростка есть повторяющиеся кошмары, это может помочь ему. At a time when they're feeling calm and settled, have them imagine that their thumb, this, has become a TV remote. А в то время, когда они чувствуют себя спокойными, в безопасности, попросите их представить, что их большой палец как бы нажимает, да, на пульт от телевизора. So indulge me. Just close your eyes for a moment and do this. Make that action with your thumb, pressing down on your forefinger. Imagine that you are changing the channel. Да, простите меня, сейчас попробуйте закрыть глаза, вот так вот вытянуть руку и представить, что у вас в руке пульт, и вы переключаете каналы вот большим пальцем. When we watch something we don't like on the TV, we change the channel and find something we prefer. Когда нам что-то не нравится, что по телевизору показывают, мы просто меняем канал и находим что-то, что нам нравится, или клацаем, пока не найдем. It's the same idea. Let's conjure up a happier movie of our life right now. А та же идея попробовать вызвать в своем воображении какую-то лучшую иллюстрацию, лучшее какое-то там видео, да, того, что мы хотели бы увидеть. And this kind of active self-distraction may be something they can do in bed the next time the bad dream comes along. И вот такое вот активное самоотвлекание, это может быть то, что они могут делать сами в кровати, когда снова приходит кошмар. Particularly if they're aware that they are dreaming. Особенно если они знают, что они спят. I want to just close this bit really with a vignette talking about working with loss. Я бы хотела сейчас дать вам такую небольшую терапевтическую виньетку, рассказать вам о кейсе, как я работал с потерей. Many of us across the world have experienced losses of family and friends during this last year. Очень многие из нас по всему земному шару встретились с потерей, утратой кого-то близкого в нашем круге. And though this example is from before the pandemic, some of the issues arising are similar. И этот пример, который я использую, он произошел до пандемии, но некоторые вещи, они подобны. Let's call this girl Sophie. Ну, давайте назовем эту девочку София. She's age 9, living with her mother.
А Софии 9 лет, она живет с мамой. She has few friends and is experiencing school bullying after her father died recently. У нее несколько друзей, и она стала жертвой такого буллинга, травли в школе после того, как умер ее отец внезапно. His dying has left her shocked and confused. И эта внезапная смерть отца оставила ее шокированной и очень в смятении сильном. And Sophie finds it difficult to maintain relationships with her peers. И Софии было трудно со своими страхами справиться. She feels angry towards her bullies. She's being bullied at school, but is afraid of being judged a bad person if she complains about them. София злилась на хулиганов, которые булили ее, но она боялась, что ее назовут плохой девочкой, если она пожалуется. I had a joint meeting with Sophie and her mother, Когда я встретился с Софией и ее мамой, and it was clear that Sophie was very anxious about being separated from mum. было очевидно, что София очень тревожится, когда мама уходила. She wanted help, but didn't want to have sessions on her own with me. Ей очень нужна была помощь, но она не хотела оставаться со мной одна в кабинете. But she was happy to come along if mother was present too. Но она была счастлива работать со мной, когда мама тоже присутствовала. I used some worksheets and some drawings from a lovely book for young children called Muddles, Puddles and Sunshine. Я использовал вот такой вот прекрасный комикс для детей, так, который называется «Лужи», какие-то грязючки и солнышко. You can see that it's really written for young children. Она, правда, написана для маленьких детей. So I started a dialogue with Sophie while her mum sat in the corner listening, and at times mum joined in with our conversation. И я начал общаться с Софией, а ее мама, она сидела в уголке, слушала нас, и иногда она присоединялась к нашему разговору. Sophie wasn't ready to deal directly with her anger and sadness about her father dying. София была не готова прямо встретиться со своей злостью и печалью после смерти отца. And nor was she able to confront the pupils who teased her about not having a father. И также ей было сложно встретиться с своими одноклассниками, которые дразнили ее за то, что она потеряла отца, стала полусиротой. In Gestalt therapy, we have an idea called the paradoxical nature of change. А в гештальт-терапии у нас есть такая очень важная теория парадоксальных изменений, Which means that change happens naturally or organically when we don't force it. Она говорит о том, что изменение приходит естественно, органично, когда мы его не насилуем, не заставляем его прийти в нашу жизнь. So I needed to meet Sophie where she was emotionally rather than push my own agenda. Поэтому мне нужно было встретить Софию в том месте, где была она, а не продавливать свое видение ситуации. And as we talked, she remembered her pet guinea pig, Cleo, who had died the year before. И она вспомнила свою морскую свинку Клео, которая умерла год назад. And she described how, with the help of her mother, she made a little shrine in the garden for Cleo. И она рассказала о том, как мама помогла ей, и они вместе сделали такой маленький памятный знак для Клео в их саду. As we continued talking, we thought with her mother about how father's dying was different from the process of going to sleep. Когда мы говорили о смерти и умирании, мы вслух рассуждали с ее мамой о том, как отличалась смерть отца от засыпания. This had been a particular worry for Sophie. София очень боялась засыпать. So we discussed what happens when we die. И мы обсуждали, что происходит с человеком, когда он умирает.
how our physical body is no longer needed and that it doesn't feel any pain. Как физическое тело становится уже ненужным, и что оно уже не чувствует боли. As we began to explore Sophie's belief in a life after death and afterlife, we thought together about ways of remembering her father. И мы начали говорить с Софией о ее представлении, ее вере в жизнь после смерти. И мы начали думать с ней про разные ритуалы и способы, о том, как она может помнить о своем отце. Lighting candles, Например, зажигать свечи, looking at pictures of him, рассматривать фотографии and making a memory box in which she could place a favorite scarf, which Sophie said still had Daddy's smell. И, возможно, можно сделать такую коробочку памяти, куда она положила такие моменты, воспоминания про папу, и его очень любимый шарфик, который, как она говорила, что он до сих пор еще им пахнет. In one session, looking at the plants in my room, Sophie noted how the newer flowers were emerging and older blooms were dying away. И на одной сессии София заметила, она разглядывала цветы в моей комнате, и она заметила, как появляются новые бутончики, а старые цветочки отцветают. She began to realize that, like Cleo, everyone and everything has its own lifespan. И она начала понимать, что, как у ее морской свинки Клео, у каждого из нас, у каждого живого существа на Земле есть своя протяженность жизни и свой конец. We talked together about a whole range of feelings she might be experiencing in response to her father dying. И с ней мы проговорили весь большой спектр чувств, которые она может чувствовать в ответ на смерть отца. We would explore these through drawing and making faces. Мы рисовали их и да, делали гримасы разные, такую игру играли. She had difficulty sometimes in reading people's expressions. Ей было сложно понимать эмоции человеческие, поэтому я с ней такую вот игру играла. So I would make a face and say, "Can you guess the feeling?" Поэтому я такую гримасу строил и просила ее угадать, что же я тут сейчас за чувство изображаю, скажи, And then пожалуйста. she would do the same for me. А потом она тоже гримасу изображала. We looked at pictures in magazines and searched for stories, particularly where there were angry feelings involved. И мы рассматривали картинки в журналах и искали истории, особенно которые касались злости. One of the hardest emotions for children to express is anger. И And одна из самых сложных эмоций для детей, чтобы выразить, это злость. but in this way, the idea of allowing strong emotions to surface instead of bottling them up, it was made acceptable to mother and daughter. И поэтому идея позволения сильных эмоций и вынесения этого раздражения, злости на поверхность, вместо того, чтобы его запихивать внутрь, была очень полезной в этой ситуации. И была приемлемой для мамы и дочери. In other words, as well as being sad, they could be angry with dad or with God about leaving. То есть вместо того, чтобы быть грустными, они могли бы злиться, да, на отца, на то, что он ушел, на сам факт его смерти. John, we have like 12 minutes. 12 minutes. Ага. Okay, we're nearly there. So they undertook a series of home experiments to continue talking about their experiences of loss. И я дал им такую серию домашних заданий, которые включали в себя эксперименты, продолжить говорить об их опыте утраты. So we are running out of time, so I will pause here. Время заканчивается, поэтому я здесь сделаю паузу. And I hope this illustrates some ways of working with worries that are related to sleep. Я думаю, что это поможет иллюстрировать некоторые из волнений, которые связаны с засыпанием. Because during this pandemic, many of us have been feeling more anxious, depressed, frustrated, and tense at times. Поскольку во время этой пандемии мы чувствовали себя гораздо более тревожными или угнетенными. Thank you.
Спасибо большое. Тогда мы переходим к вопросам. So now we move to questions. Yeah. Хорошо, я буду читать по очереди, на что успеем ответить, на то и ответим. Да? За последние полгода сбился режим и стала ложиться в 3 утра, а встаю все так же в 8 и начинаю прием клиентов. При этом не чувствую себя лишенной сна. Это исключение из правил или самовнушение? So for the last half a year, my sleep schedule have changed, and I lay to bed at 3 in the morning, but I wake up at 8 a.m. and I'm working with my clients, and I don't feel that I have like lack of sleep. Is it some kind of my perception, or is it a trouble? I wonder how long you have been doing this Как долго уже вы это делаете? and how long you can keep doing this for. И как долго вот вы можете продолжать так ложиться в 3 и просыпаться в 8? Some people say they can manage on less sleep, but generally we lose some of our critical capacities and the ability of the body to repair itself if we chronically deprive ourselves of sleep. Тоже вопрос в том, как долго вы это можете делать. Некоторые люди говорят о том, что они довольно долго могут обходиться с небольшим количеством сна, но есть исследования, которые показывают, что это влияет на наши способности критически оценивать информацию. Также наше тело и нервная система не успевают восстанавливаться. Вот. So I don't know, but it would be an interesting experiment for you, perhaps, to see what it's like to have a week of longer sleep and compare what is different and what is the same. Я бы предложила вам такой эксперимент, попробовать неделю спать дольше и сравнить, что на этой неделе происходит, когда меньше спите, и на следующей, когда вы спали дольше. There are other factors too. Спасибо за идею. Thank you for the idea. Так, следующий. Мой сын 12 лет засиживается допоздна, а утром, конечно, в школу. Поднять утром невозможно. Я слышала, что у подростков биоритмы смещаются, они засиживаются допоздна. Как можно помочь подросткам, которые не вписываются биоритмами с распорядком жизни? So my son is 12 years old, so he is an early teenager, and he sits late. It's impossible to get him to sleep, but then it's impossible to wake him up for school. I heard that some teenagers shift their biorhythms. So how can we help a teenager who should go to school, should wake up early, but make him go into bed? It's a difficult one. My stepdaughter used to sleep for hours and hours when she was in her early teens, but then as she got older, she didn't need so much sleep, and now she gets up early and can work a full day. I think a 12-year-old is at that stage of growing neurological changes and may need more sleep. But how to, you can't make them. Да, заставить их, конечно, невозможно. Вот, например, моя приемная дочь, она сначала очень много спала, потом меньше спала, но сейчас вот она встает очень рано и говорит, что ей хватает того сна, который у нее есть. Сложно очень, конечно, подросткам нужно больше времени спать, потому что у них происходят разные нейронные процессы в мозге, но, конечно, заставить их невозможно. Some teenagers binge and catch up on sleep at weekends when they're not in school. Некоторые подростки это как бы добирают на выходных, когда они там спят больше на выходных или на каникулах, когда они не в школе. And over here we're starting to think that we should be starting school later, so that for teenagers, so they can have more sleep before they go to school. И у нас в Великобритании сейчас есть такая дискуссия, чтобы школа для подростков начиналась попозже,
чтобы они, правда, могли высыпаться и спать нормальное количество часов перед тем, как идти в школу. But of course, our devices mean that we can stay awake 24/7 now, which is a new complication for all of us. Ну, конечно, для всех нас есть новая сложность. Это все эти гаджеты наши, которые 24/7 как бы заставляют нас быть включенными. Так, следующий. С какого возраста дети могут представлять что-то с закрытыми глазами? John, from which age children can visualize something with the closed eyes? Like your example on visualization. I think from maybe 4 Мне 5 кажется, years, и- you could imagine a cat or a dog or a cow or a giraffe, maybe, if you knew what those things are. Я думаю, что в 5 лет ты знаешь, как выглядит кот, или жираф, или собака, и ты можешь себе уже представлять его. Как вы относитесь к приложениям в телефонах, предлагающих высчитать нормальную для вас продолжительность сна? So, John, what is your attitude towards applications in smartphone, in iPhone, which propose you to calculate how long do you sleep, which measure your sleep time? Right. Some people love them. Некоторым людям нравятся они. I find it just makes me more nervous. А мне кажется, они меня как-то больше раздражают, что ли, делают And меня it's- более нервным. It's another unhelpful reason to be looking at my phone when I should be sleeping. И для меня это еще одна неправильная причина смотреть в мой телефон, когда вообще-то я должен спать уже. These have become our comfort blankets, our transition objects. Это наш переходной объект, да, вместо мишки под одеялом у нас теперь телефончик. We feel almost naked if we go out without them. How Мы did that чувствуем happen? себя голыми, когда идем куда-то без телефона. So it's both a blessing and a curse, I think. There's so much good with technology, but there's also so much that can get in the way of us just becoming to a parasympathetic, calmer state, which is what we need to do. Это, конечно, большое благословение, все эти гаджеты, эти технологии, это просто прекрасно, но в то же время и это и ужасно, да, потому что, правда, нашей парасимпатической системе нужно расслабиться. I might have misunderstood your question, I'm thinking now. Может быть, я не понял ваш вопрос? Sometimes I use an app on this phone just to help me go to sleep, and it's very useful. Например, я использую такое приложение, которое помогает мне заснуть. Не меряет сон, а помогает заснуть. But it doesn't always work. We need many different ways of helping ourselves let go. Но в один вечер это работает, а в другой вечер совсем не работает. Поэтому нам нужно знать много разных всяких способов, чтобы заснуть. Спасибо. Следующий. Расстройства сна при заболевании COVID вызваны в большей мере тревожностью, связанной с ожиданием осложнений болезни, или же это вызвано воздействием вируса на организм? Возможно, есть какие-то исследования, которые вы встречали. Sleep problems while being sick with COVID-19, are they caused more by anxiety with expecting some complications of the disease? Yes. Or is it caused by the virus, how the virus acts on the body? Maybe you know about some studies on that point. I don't know about the studies on the body. I do think anxiety is a key thing. And also our biological rhythms have been interfered with because we don't go outside so much. We don't use our muscles in the same way often. So we don't go to the gym, we don't walk long distances. So being out in the fresh air over here is limited, time limited. So we don't have the opportunity for our body to fully experience itself working. Да, я исследований таких не встречал, но я, безусловно, уверен, что
Самая основная проблема – это тревожность, конечно. Тревожность и нарушенные биоритмы, поскольку мы очень много сидим внутри, сидим дома, мы мало бываем на улице, мало ходим ходим на длинные прогулки, наши мышцы не двигаются сколько положено, и так как это для них важно. Мы не бываем много на свежем воздухе, и поэтому это такая вот плохая возможность для тревоги овладеть нами. And it's not just ordinary anxiety, it's fear. How can I exist? How can I make a living? How can I get a qualification and work? All those things, for young people particularly. И это не простая такая тревога, это на самом деле такая экзистенциальная тревога о том, вообще, буду ли я существовать, буду ли я жить, за что я буду жить, смогу ли я получить профессию, смогу ли я получить образование. И для подростков это такая вот совсем нетривиальная озабоченность и тревога. And if you've had somebody in your close family die who you love or are fond of, that can be another worry. You know, will they die? Will somebody else die? Will I die? What could happen? И, безусловно, если в близком кругу вашем или же подростка, вашего клиента, кто-то близкий, кого они любили, умер, это может повлечь за собой мысли о том, буду ли я жить дальше, умру ли я, что будет со мной дальше, что будет с моими другими людьми, которых я люблю. The difficulty of being able to plan your life, that's a huge loss. Сложность неспособности планировать свою жизнь – это огромная потеря. I mean, we can't plan our lives now. We have to live day to day, existentially, and that is scary for many of us, if not all of us. Сейчас мы не можем долгосрочно планировать нашу жизнь. Мы как бы живем день за днем, и такая вот эта экзистенциальная невозможность долгосрочного планирования. И это очень пугает многих из нас. And rituals like being able to go to funerals and have comfort, hug somebody. Over here, we do this on Zoom, sometimes not at all. So all those feelings, the feelings about loss, get stuck inside the body so easily. И если раньше мы могли ходить, то есть все эти ритуалы, да, то есть могли ходить на похороны, там мы могли встретиться с кем-то, пообниматься и как бы получить утешение, то сейчас это происходит или в Zoom, или же вообще ничего не организует это подобное. И поэтому все эти чувства, они оказываются законтейнированы в нас внутри, и это чувство утраты, оно оказывается таким зацементированным в середине. The model of growth we have is that we grow confident, competent, and begin to move away. And we can't do that now. То есть у нас такая вот модель развития о том, что у нас сначала уверенность, потом у нас компетентность, да, а сейчас это мы не можем эту модель строить, да, мы не можем так моделировать, прогнозировать. So those are some of the reasons we worry, whatever age we are, I think. И это вот такие причины наших тревог и волнений в любом возрасте, мне кажется, сейчас. Хорошо, спасибо. Я бы хотела задать последний вопрос. Конечно, там очень много вопросов, но мне как детскому психотерапевту этот вопрос очень актуален сейчас, потому что этого очень много. Так, сейчас. Thank you very much. I would like to ask you the last question as a children psychotherapist. Of course, there are many of questions, but this question is really important because there are many cases like that. Можете дать какой-то комментарий по поводу сонного паралича? Какие способы работы с ним? So may you comment? Сейчас нужно посмотреть, как будет паралич. Не вижу просто. Может, задай пока другой вопрос, если можешь. Так, сейчас. Ой, секунду, переключусь. Паралич, да. Если ребенок спит, подросток, 5 часов ночью, 5 часов днем, компенсирует ли он свой сон?
If a teenager sleeps 5 hours during the night and then 5 hours during the day, does he or she compensate his sleep or not? Apnoe. I'm not sure. I'm not an expert, but it certainly will help to do that. Sometimes people of adults also will catch up and have what they call naps, like a short hour or 2 hours in the day when they fall asleep or they put themselves to rest for a while, and that helps them. But the problem sometimes, sorry, Anna, the problem can be you could sometimes get your sleep cycle completely turned upside down if you end up sleeping in the day and waking at night. I mean, many of us have had that experience at times. Да, есть такое, это делают подростки, иногда даже взрослые, да, когда часть сна ночью, часть сна днем или какой-то дневной сон, когда есть усталость, вот. Но Джон говорит о том, что когда вот мы тоже взрослые такое делаем, иногда можем обнаружить себя, что цикл тоже оказывается сломанным, и среди ночи вроде бы как ты должен спать, и хочешь спать, ты лежишь в кровати, заснуть ты совершенно не можешь, да, то есть такой сон частями, да, тоже может влиять на нарушение цикла. Да, я готова про паралич. I think Professor Walker would say better to have the 10 hours or even 8 hours all together so the body can really repair and strengthen and be fresh for work, for thinking, for everything else. То есть профессор Волкер, который вот эксперт по сну, с которого мы начинали, которого цитировал Джон, он сказал бы, наверное, что 10 часов сна подряд, 8 или 10 часов сна подряд, конечно же, лучше, да, потому что тело успевает расслабиться, мозг успевает, да, переключиться, обработать какие-то важные переживания, и это будет лучше. Ань, ты спроси, можем ли мы Джона задержать еще на 2-3 минуты? John, maybe 2-3 minutes. Я задам этот вопрос, да, про сонный паралич. Тут Мэри уточнила, что это такое. Okay, so there is a question about sleep apoplexy or paralysis. So like when a person wakes up but could not move and has a horrible anxiety. Куда там делась? And it's really hard to wake up. It seems that someone is on him, like this, falling on him, some monsters, like a nightmare, like sleep apoplexy or sleep paralysis. I don't know, as I'm not a doctor, but I do think that, as with other nightmares or even night terrors, just being gently next to somebody, if you know that is happening for them, is going to have a calming effect. You're going to co-regulate through your breathing, through just being there, so that when they can open their eyes, when they can relax and see you and feel your presence, I think that's going to help them gently emerge. I don't know, but I imagine that just gentle presence is the best we can offer, and making sure somebody doesn't hurt themselves. You know, it's similar to epilepsy in that way, maybe, but I'm not an expert or a doctor. Я не врач, я не эксперт в вопросе сонного паралича, вот, но я предполагаю, что просто такое бережное нахождение рядом – это то, что может помочь, когда кто-то может находиться рядом вот с таким человеком, может опять же подстроить дыхание, помочь с дыханием, помочь расслабиться, что этот человек может увидеть вас, почувствовать, что вы есть, что все спокойно, что здесь безопасно, что может проснуться. Вот такое вот мягкое присутствие, бережное присутствие, это то, что может помочь, но я не эксперт. So I really don't know, these are just first thoughts, but my experience is more with kids who have ordinary nightmares and things. But I know children with night terrors need to be carefully
helped and not suddenly woken or suddenly interacted with. And I imagine something similar may be necessary here. As therapists, we talk about keeping ourselves, our clients, and the environment safe. And I think the same probably would apply. But maybe a doctor could give you a better. Я думаю, да, что доктор может дать вам лучший совет по этой теме, вот, но поскольку я работаю с детьми, у которых кошмары, я точно знаю, что вот такое вот очень бережное нахождение рядом с ребенком, мягкое его разбужение, да, это гораздо лучше, чем внезапно его разбудить. Нужно быть просто очень бережным и очень мягким. Спасибо огромное, Джон, от меня, от нашего института. Я думаю, что и мои коллеги, наши участники тоже напишут, как вам эта лекция. Thank you very much, John. We highly appreciate and acknowledge your presentation today, our institute and our participants, and we ask participants for the feedback about the lecture. Thank you. Сердечек и благодарности. Thank you. Thank you. And it's lovely to have the connection with you across the globe this way. Yeah. И было прекрасно встретиться с вами на нашем таком маленьком земном шарике сегодня. Yeah. Have a good conference. Хорошей конференции. Спасибо большое. Прощаемся. Спасибо. Всего доброго. Okay. Bye-bye. Bye-bye.